Приветствую всех у себя на канале, с вами Дориан Корнет. Сегодня я вам расскажу о том, как правильно рендерить видео в разных программах Vegas Pro, Premiere Pro и так далее. Правильный рендер — это очень важно, поскольку часто мне писали комментарии, что после рендера мое видео выглядит ужасно. Разберемся, как сделать это правильно и ускорить рендер. И да, не забудь поставить лайк на это видео, будет 3000 лайков и уже совсем скоро будет новый крутой видос. Погнали! Может, ты хочешь стать ютубером, игры там снимать или стримить, тогда программа Streamlabs OBS подойдет для тебя идеально. Там уже есть все, что тебе нужно. Там уже встроено оформление для ваших стримов и видео, встроены донаты через их собственную платформу. Более того, там сразу встроен чат и встроена студия для профессионального редактирования ваших видео и стримов. Кстати, там еще есть возможность продавать свой собственный мерч. Так что, если хотите барыжить мерчем, вперед, там это тоже есть. Стримеры и ютуберы за короткий срок там уже набрали более 500 тысяч долларов. А это, много, и ты можешь стать частью их компашки. В общем, все, что тебе нужно, собрали в одну программу, и ты можешь скачать ее по ссылочке в описании. По заверению разрабов, программа жрет на 20% меньше ресурсов, чем обычный OBS или другая программа. Так что вперед! Ведь для обычного OBS придется устанавливать всякие плагины, скачивать чат и так далее, а это жрет ресурсы. И, кстати, ты сможешь управлять своей трансляцией прямо с телефона, настраивать сцены, читать чат и так далее. Если у вас нет второго моника, это для вас прям идеальный вариант. Ссылочка, опять же, в описании. Начнем мы именно с Vegas Pro. Я сам пользуюсь этими настройками и раньше сам не разбирался, до того, как изучил эту информацию более-менее, о том, как быстрее и правильно рендерить видосы, в каком формате и так далее. Сами вы видите, что у меня видео довольно качественное. Картинка качественная, по пикселям ничего не распадается и всегда все хорошо. Более того, почти что каждое мое видео рендерится примерно столько же минут, сколько оно и длится. Бывает дольше, зависит от количества эффектов, сделанных в видео. Итак, вот он наш Vegas Pro. Во-первых, вы загрузили какие-то видеофрагменты и нарезали видео. Допустим, вот здесь у меня есть заготовочка для видео. Кстати говоря, это заготовка для другого видео, для будущего видео. Если вы наберете на этом видео 3000 лайков, то этот видос, который вот здесь вот у меня начал монтироваться, выйдет намного быстрее. Видео довольно интересное. Спойлерить тему я не буду, но я думаю, вам она точно зайдет. Итак, вы загрузили видео, нажимаете ПКМ по вашему видеофрагменту, свойства и отключить ресэмплирование. Это позволит вам во время каких-то экшен-моментов в видео, во время резкого движения мышкой в видео, если вы играете, например, в какую-нибудь игру, сделать так, чтобы ваше изображение не распадалось по пикселям и не было неприятных таких багов, гличев, эффектов в ваших видео. Короче, эта настроечка отключения ресэмплирования позволяет сделать и добиться картинки изначальной, которую вы записывали. Далее, еще нажимаете Alt-Enter, у вас открываются вот такие вот настроечки. Это настройки вашего проекта до рендера. Если у вас видео будет в 60 кадров, советую поставить сразу же 60 кадров. Далее настраиваете ширину, высоту вашего видоса, формат пикселя ставим 8 бит желательно, и все остальное ставим примерно вот так же. А насчет ресэмпла, лучше просто его выключить, чтобы на всех сразу дорожках, которые у вас есть, ресэмплинг выключился. Это довольно удобно, чтобы не клацать по каждому видосу отдельно. Например, вот смотрим, и теперь у нас ресэмпл выключен здесь и выключен здесь, хотя я его не выключал до этого. Далее нажимаем файл, визуализировать как. Заходим в Magic AVC AAC MP4, и здесь у меня есть свои заготовки, но, допустим, используем стандартную и переделаем ее под свою. Итак, пускай у нас будет вот это вот HD 60 кадров в секунду. Выбираем Customize Template. Итак, ставим здесь разрешение 1920 на 1080. Ставим здесь главный и частоту кадров 60. Переменный битрейт 40 миллионов на 20 миллионов. Далее, за место Main Concept AVC ставим именно кодировщик NV. Это позволяет увеличить скорость нашего рендера, так как рендер будет происходить за счет ресурсов вашей видеокарты. Перед установкой, понятное дело, ставим высокое качество. NVENC RC Mode VBR. Далее, настройка аудио. Я лично оставляю 320 тысяч, либо же ставлю 448 тысяч. Это особо ни на что не влияет. Здесь мы тоже ничего настраивать не будем. И далее, сверху пишем название нашего шаблона. Допустим, у нас это будет YouTube видео номер 1. И теперь мы выбираем «Сохранить». И окей. Теперь у нас есть отдельная настройка под рендер. Я советую нажать на вот эту вот штучку и нажать фильтр Show Favorites Only. И тогда будут показываться только ваши заготовки, которые вы уже сделали. Если вам надо будет что-нибудь другое, просто убираете галочку. После этого вы нажимаете рендер, и у вас происходит рендер вашего видео. Именно так я рендерю каждое свое видео, и каждое мое видео качественное, без потери качества картинки изначально, и все всегда идеально.
Итак, вот мы в Premiere Pro. Уже другая программа, другие настройки, все другое. Но на самом деле все так же просто. Нажимаем Файл, Export, Media Content. Здесь наша задача определиться сначала с форматом. Мой совет работать именно либо QuickTime, либо H264, либо AVI. Они самые стандартные. Но давайте пускай возьмем самый такой обычненький H264. Здесь мы нажимаем на шаблон настройки, выбираем YouTube 1080p, либо же 4K, зависит от того, что вам нужно. У нас применяются настройки, но это еще не все. Тут настройки сделаны довольно неправильно, но как заготовочка для начала, которую мы в будущем изменим и сохраним, подойдет. Первое. Выбираем ширину и высоту вашего файла, будь то 1920 на 1080, либо 2560 на 1440, либо любое другое разрешение, но ставим стандартное Full HD. Далее, убираем галочку частоты кадров и выбираем нужную вам частоту кадров. 24 кадра это кинематографично, круто и так далее. 30 это стандартно, а 60 это плавненько. Выбираем 60. Здесь прогрессивная разверстка, квадратные пиксели, TV стандарт мы здесь оставляем как есть. Рендеринг при максимальной глубине я советую вам поставить. Насчет битрейта. Здесь довольно спорный вариант, скажем так. Чем битрейт больше, чем больше весит файл, чем битрейт меньше, тем меньше весит файл. Но при этом же и качество картинки похуже. В YouTube есть целые таблицы по битрейту. Но мой совет, дикий стандарт на самом деле будет использовать где-нибудь 15-16. Поэтому мы оставим 16 мегабайт битрейта. Он подходит для 1920 на 1080 пикселей 60 FPS идеально. Мы оставим именно этот битрейт. Далее такие настройки, как интервал между ключевыми кадрами и VR-видео нам не подойдут. Параметр наилучшее качество визуализации мы, конечно же, выберем. Далее отчасти довольно полезная вкладка «Эффекты». Если вы сделали ваше видео полностью, но вы не сделали цветокор, можете, например, выбрать Lumetri Look и выбрать какой-нибудь исходничек, и у вас будет применен какой-нибудь прикольный цветокор на ваше видео. Как вы видите, видео довольно сильно отличается от стандартного. Поэтому, если вам не хочется париться с цветокором, здесь также это можно выбрать. И остальные, в принципе, какие-то картиночки, настроечки здесь также можно сделать. В аудио, формат аудио и так далее мы также оставим стандартными. Остальные настройки мы трогать не будем, они не особо важны и не особо нужны. Кроме, например, такой настройки, как публикация. Так как прямо здесь вы можете добавить ваше видео сразу же на Vimeo, YouTube или какие-либо другие платформы. Если вы любите этим заниматься, если вам нужен именно рендер сразу же на ваш канал, это будет полезной настройкой. Но игнорим это. Но перед этим желательно сохранить все, что мы настроили. Нажимаем на «Сохранить шаблон настроек», называем его, например, опять же, YouTube видео и сохраняем все настроечки. Нажимаем «Ок». И теперь у нас есть отдельная пользовательская наша заготовочка YouTube видео, которую мы сможем теперь каждый раз выбирать и рендерить видос сразу же с теми же самыми настройками. Теперь нажимаем «Экспорт», и наше видео пошло-поехало. Оно рендерится, и все. Нам больше ничего делать не надо, нужно только дождаться конца рендера. А если вы спросите, куда оно рендерится, то вам нужно нажать на имя выходного файла, и здесь вы выбираете папку, куда оно будет рендериться, нажимаете «Сохранить», и потом уже жмете «Экспорт». Итак, следующая программа будет Movavi Video Redactor Plus. Да, нажимаем «Сохранить». Здесь мы выбираем MP4, выбираем название нашего видео, качество выбираем лучшее, переходим в раздел «Дополнительно». Здесь опять же кодек ставим H264, разрешение 16:9, частота кадров опять же поставим 60, можно и больше, но нам нужно именно 60, битрейт в VBR в максимальном качестве, каналы можно оставить в стерео, можно в моно, пускай будет моно. Теперь окей. И на самом деле все, да, здесь довольно простые настройки, потому что эта программа заточена под максимальную простоту. Кстати говоря, если вы хотите разобраться в программе Movavi Video Redactor Plus, ссылочка на мой полный туториал по этой программе будет в описании. Там я разобрал абсолютно все функции этой программы за 15 минут. Итак, After Effects. Это прога, в которой некоторые проекты у меня рендерились по 15 часов. Итак, что же сделать, чтобы ускорить рендер? Нажимаем Edit, Preferences, заходим в General. Здесь опускаемся в Memory. И здесь мы должны выбрать количество оперативки, которое может использовать данная программа. Точнее наоборот, сколько оперативки у вас останется в свободном использовании, помимо той оперативки, которую будет жрать это наша старая добрая After Effects. Если ваша задача зарендерить максимально быстро, здесь мы ставим именно так. То есть у нас 8 гигабайт ставим 1, у нас 16 гигабайт ставим 2, у нас 32 гигабайта ставим 3. И у нас остается 3 гигабайта оперативки для всех задач,
кроме нашего After Effects. Далее нажимаем ОК, и сейчас вы удивитесь, может быть вы этого не знали, не видели. Зажимаем Shift и все это время держим, пока я вам не скажу. Зажали Shift, заходим в Edit, Preferences, нажимаем General. Бац! Смотрите, что есть. Есть вкладка Секрет. Ее до этого не было, если вы не заметили. И здесь мы ставим две галочки и делаем примерно вот так вот. Здесь 2, здесь Disable, здесь Ignore. Эта вкладка открывается только если вы зажмете Shift. Странная хрень, но зачем-то она есть. Тем не менее, она помогает ускорить ваш рендер. После этого нажимаете ОК. Во-первых, ставим предпросмотр на качество поменьше, потому что иначе он будет очень долго грузить каждый кадр. Нажимаем Composition и Pre-Render. Здесь мы выберем настройки для рендера нашего проекта. Я рендерю лично всегда в QuickTime, абсолютно всегда. Во-первых, это позволяет рендерить ваше видео в альфа-канале сразу же. Во-вторых, QuickTime файл весит в разы меньше, чем, допустим, тот же самый AVI. Поэтому мой совет: юзайте формат QuickTime. Если у вас его нету при выборе формата, скачайте QuickTime с официального сайта Apple. Данный кодек доступен для и Windows, и Mac, для всего. Скачивайте QuickTime, выбирайте здесь QuickTime. Остальные настройки зависят уже от вас, и в принципе здесь ничего настраивать не нужно. Мы нажимаем рендер, и у нас начинается рендер нашего проекта. Сразу говорю, рендер все равно очень долгий, но благодаря этим двум фишечкам, скажем так, рендер становится быстрее, чем обычно уж точно. Допустим, сейчас, как вы видите, у меня написано то, что проект будет рендериться 9 минут, хотя без этих настроек проект рендерится около 30 минут. Скажем так, время немножечко ускоряется, и реально проект рендерится быстрее, чем обычно. Здесь больше никаких фишек особо нету, и с After Effects мы тоже закончим, ничего больше особо настраивать мы не будем. Итак, на самом деле это конец, мы разобрали настройки рендера во всех более-менее известных программах. Если я вашу программу упустил, сорян, нагуглите информацию сами. Если вы досмотрели видео до самого конца, пишите в комментариях слово рендер. Тогда я пойму, что ты реально крутой чел, который смотрит мои видео до самого конца. И более того, у тебя появится шанс попасть в начало моего нового видео, как было с топ-комментарием в начале этого видосика. Прикольно? Прикольно. Также ставьте лайк на это видео, ведь если будет много лайков, новый видос, который я, грубо говоря, очень слабо затизерил в этом видосе, как проект, который у меня уже сделан в Vegas Pro, выйдет намного быстрее. Так что с вас лайк, комментарий и подписка на канал, если вы этого еще не сделали. Спасибо тебе огромное за просмотр. Слева прикольный видосик, справа прикольный видосик, а посередке кнопка, она позволит тебе подписаться на мой канал. Адьос, братишки.